Всем привет, с вами Иса Панцер, и сегодня я хотел бы рассказать вам об одном новом танчике, появившемся в последнем патче. Это немецкая премиумная ПТ 6 уровня Dicker Max. Это первый вообще премиумный танк 6 уровня, очень многие меня попросили рассказать об этой машине, поскольку, просто интересно, мне самому, честно говоря, стало интересно, я его купил, покатался несколько десятков боев и готов сейчас вам о нем рассказать. Сразу же скажу, это не будет никакой рекламы премиумных танков, то есть покупать, не покупать, это каждый там решает сам для себя. Я просто хочу рассказать вам обо всех плюсах и, самое главное, минусах этой машины. И, соответственно, вы уже сами сделаете выбор. Ну, что сказать, это ПТ, это 6 уровень, соответственно, премиумная машина. В чем основная суть према? Это фармить кредиты. Соответственно, самая главная характеристика этого танка — это сколько он приносит серебра за бой. Это, в общем, самый главный вопрос. Я не поленился, после нескольких десятков боев вбил там в табличку заработок там за каждый бой, вычел количество снарядов, и получилось у меня, что чистыми этот танк приносит около 30 тысяч серебра за бой. Это в среднем за бой. Чуть-чуть меньше у меня там получилось, то есть, в принципе, чуть меньше 30 тысяч серебра. Насколько это хорошо, плохо, я думаю, что вам самим решать. Я, честно говоря, не знаю, не обращал внимания, сколько обычные ПТ 6 уровня фармят. Так в целом вроде как более-менее. Я сейчас постараюсь рассказать обо всех особенностях этой машинки, а затем покажу, наверное, 2 боя на ней. Во-первых, хорошо, ПТ. ПТ самое главное — это пушка. Что можно сказать про пушку Dicker Max? Пушка — это, наверное, его самый главный плюс. Разброс 0.36, в принципе, довольно точная. Бронепробиваемость 170 на 6 уровне, это вполне неплохо. И довольно неплохая скорострельность. У меня там перезарядка получалась каждые 8 секунд с досылателем. То есть, в принципе, ДПМ тоже достаточно высокий. Про пушку можно сказать, кроме того, что вот эти все характеристики, очень важный момент — это углы наводки. Так вот, углы горизонтальной наводки у пушки очень слабые. То есть горизонтальной наводки этой ПТ сильно не хватает. И это, конечно, в бою чувствуется. Кроме того, она по какой-то странной причине не поднимается вверх. Чуть-чуть поднимается, но у меня неоднократно в боях были проблемы с тем, что я не мог стрелять по вышестоящим танкам. Но зато эта пушка очень хорошо опускается вниз. То есть для немецкой пушки, да, можно сказать, для любой пушки, это просто какие-то сумасшедшие углы. То есть вниз она смотрит практически под таким углом. То есть стоять за каким-то укрытием, за холмиком и из-за него стрелять можно просто замечательно. И я это, кстати говоря, в видео покажу. То есть для немецких пушек, чтобы орудие опускалось, это очень-очень большой плюс. И это большая редкость. Окей, с пушкой. То есть пушка приятная, хорошая. Но наличие такого мощного оружия для 6 уровня танк расплачивается, во-первых, отсутствием бронирования. Броня лба 50 мм, то есть считайте, что вас пробивают вообще все. И с бронированием есть очень большая проблема, это открытая рубка. Соответственно, Dicker Max очень любит артиллерия. Я не знаю, мне казалось, что практически каждый снаряд, который в меня влетал от арты, он влетал с полным дамагом, то есть было это очень-очень неприятно. Это большой минус, конечно. И картонные борта тоже не способствуют каким-то принятию фугасов больших. Так, с бронированием разобрались. Что с подвижностью, динамикой? Танк, в общем, такой довольно медлительный, хотя я бы сказал, что, наверное, по динамике он мне несколько напомнил, может быть, Фердинанда. То есть не то чтобы совсем медленный, но, конечно, динамики ему не хватает. То есть куда-то рашить со средними танками не успеваешь, просто потому что скорости не хватает, но зато танк очень хорошо вращается на месте, поворачивается в разные стороны замечательно, и это несколько компенсирует это отсутствие углов горизонтальной наводки, то есть на месте ПТшка крутится замечательно. Так что
отличный обзор. Отличный обзор. 400 метров на 6 уровне, это просто супер. Именно поэтому, кстати, обратите внимание, у меня стоит оптика. Оптика, а не стереотруба. То есть обзор с оптикой 440 метров. Я считаю, что этого вполне достаточно. Кроме того, конечно, оптика перед стереотрубой имеет очевидные преимущества. Обязательно досылатель. И третьим модулем я выбрал приводы наводки. Именно потому, что приходится очень часто доворачивать корпусом из-за низких углов горизонтальной наводки. И именно поэтому, соответственно, приводы наводки мне показались оптимальными. Что еще из характеристик танчика отметить? Достаточно маленький боекомплект, 26 снарядов. У меня были бои, где я расстреливал практически весь боекомплект. Такое было. И, кстати говоря, вот эти вот снаряды стоят достаточно дорого. То есть, вот почему танчик фармит. Он может там привозить грязными там 50-60 тысяч, но из-за того, что снаряды стоят аж по 800 серебра, чистыми в среднем у меня получилось, как я уже говорил, чуть меньше 30 тысяч. Вот, соответственно, экипаж у меня с Фердинанда сидит, довольно опытный, прокачана маскировка, есть лампочка, то есть мне было вообще очень комфортно на нем играть. Ну и что? Рация нормальная, все нормально, про динамику я сказал. В принципе, наверное, все. Я сейчас... То есть общее впечатление такое. Если сравнивать с остальными ПТ на 6 уровне, то, в принципе, Дикер Макс я не считаю, что чем-то серьезно уступает. В общем, стандартная для своего уровня достаточно неплохая ПТ. Ну и, конечно, пушка, самое главное, то есть позволяет нормально наносить урон. Бронепробиваемость 170, урон 300. Это почувствуют даже танки 7-8 уровней, если вы их пробьете. Вот, все. Думаю, что с этими моментами я разобрался. И теперь покажу вам два боя. Один внизу списка и один в топе. Итак, это бой на карте Монастырь. И мы с Астрексом в самом-самом-самом-самом низу списка. В основном тут танки 8 уровней. Дикер Макс в такие бои попадает. Так что нужно быть к этому готовым. Но в принципе пробитие 170 хватает для того, чтобы даже танки 8 уровней при удачном течении обстоятельств пробивать. Ну и что я рекомендую делать в таких боях? На самом деле нужно занимать какие-то позиции в основном ближе к базе. То есть, в принципе, в основном концентрироваться на обороне. Ну и вот, кстати, обратите внимание, динамика Дикер Макса. То есть, медленно, спокойно, аккуратно я занимаю близлежащий кустик. И сейчас буду ждать какие-то вражеские танки, которые либо через монастырь поедут, либо через, соответственно, городок вот этот слева. Просто ожидание. То есть, ясно, что здесь ехать куда-то вперед мне не стоит, потому что я практически на 2 снаряда любому из топовых танков. А лучше свой ствол, соответственно, держать в безопасности и сохранять его целеньким до конца боя. Собственно говоря, здесь пока ничего особенного не происходит, просто ожидание. Пытаюсь я поработать налево, на самом деле можно туда попасть, если повезет, но пока никто из вражеских танков там не светится. Точнее светится, но я не могу по ним стрелять. Ну и вот вражеский слагер заехал уже наверх, накинул Астрексу, и я сейчас пытаюсь его выцеливать. Он меня, естественно, не видит, так что как только он здесь высунется, подставится, я сразу же постараюсь это дело пресечь. Просто жду. У нас КВ-5 поднимается в дворик центральном монастыре. И, соответственно, сейчас лагерь должен уже отходить. И я смогу ему накинуть. Вот он появляется и спокойно совершенно на 210 накидываю. Напомню, что урон с одного выстрела можно в среднем 300 наносить. Кстати говоря, светится ИС. И с дистанции 430 метров ИСа в лоб я пробиваю. То есть это, кстати говоря, нормально. То есть для Дикер Макса вот это, в принципе, довольно-таки стандартная ситуация. То есть я уже ИСу 2 раза накинул, но тут появляется КВ-4. КВ-4 такая штука, которая с Дикер Макс пробивается очень и очень плохо даже в борт.
Соответственно, мы тут с Астраксом думаем, что же нам делать. КВ-4 тем временем убивает КВ-5, и мы занимаем такую позицию, чтобы пытаться каким-то образом ему накинуть. Тем временем у нас, кстати говоря, сливаются все танки в кишке. Мы об этом помним, держим это в уме, но пока сделать с этим ничего не можем. Сейчас наш Hellcat взводный уходит от КВ-4, и сейчас мы постараемся с двух сторон ему накидывать. Я выезжаю и подсвечиваю. Отхожу от куста на 15 метров, чтобы КВ-4 не видел меня после выстрела. Пытаюсь куда-нибудь ему попасть. Точнее, даже пока не стреляю, просто потому что он лбом, я знаю, что это достаточно бесполезно. Снова отхожу. И пока меня, кстати говоря, обратите внимание, КВ-4 не видит. Вот это урон, который нанес Hellcat. Это не мой урон. Я, к сожалению, даже гусеницу сбить здесь не смог. В лоб не пробиваю, но КВ-4 сейчас под огнем с двух сторон. Соответственно, если он развернется ко мне, то я смогу его пробивать. И вот он стоит замечательно, ровно бортом. Даю ему урон на 276. И сейчас мы его совместными усилиями добьем. Добиваю КВ-4 и разворачиваюсь в сторону кишки. Вот, кстати говоря, то, о чем я говорил. То есть, в принципе, играя на Дикер-Максе, можно даже танки 8 уровней при удачном стечении обстоятельств пробивать. И два раза КВ-4, как только он повернул башню, как только он поставил башню борт, ну, подставил бок башни, я ему примерно на 600, соответственно, за два выстрела накинул. И теперь мы ждем танки. Светится Т-28. Т-28 я, конечно, не пробиваю в лоб ни при каких обстоятельствах. Если только очень и очень повезет, куда-то там снаряд удачно в лючок попадет. Поэтому я пока просто жду. И план такой, что у нас Астракс уже заехал наверх во дворик. И оттуда по моему засвету будет пытаться сейчас накидывать. Я пока не стреляю. Просто жду. Т-28 поворачивается, я сразу же отхожу, у меня загорается лампочка, это значит, что он меня видит. И сейчас моя задача будет просто подсветить. Очень аккуратно, не подставляясь, немножко вылезать, подсвечивать Т-28. Выезжает Тигр. Я поворачиваюсь. Не пробиваюсь Тигра в лоб, но Астракс его в борт добивает. То есть, обратите внимание, мы тут стреляем с двух направлений. То есть, если кому-то из нас поворачиваются, то, соответственно, ко второму танки стоят бортом. Стреляю я на удачу. На самом деле, тут, наверное, стоило зарядить фугас, попробовать хоть, может быть, пушку там выбить Т-28. Здесь снова пытаюсь подсветить. Моя задача просто не умереть. Кроме нас тут никого нет. Соответственно, если мы умрем, то сбивать захват будет некому. Уезжаю, вижу, что Т-28 промахнулся, решаю еще раз на удачу выстрелить. Стреляю, не пробиваю, и я здесь не рассчитал, Т-28 перезарядился и, соответственно, успел меня накинуть. Ну, можно сказать, что это моя ошибка на самом деле здесь. Но в целом все закончилось хорошо. Мы с Астраксом отбили атаку превосходящих сил противника, уничтожили здесь совместными усилиями КВ-4, уничтожили Т-28, отбили атаку вражеских танков. То есть, как вы видите, даже из самого низа списка можно на Дикер-Максе серьезное влияние на бой оказывать. Конечно, если бы мы здесь были не взводом, то, наверное, вряд ли мы... То есть, в одиночку я бы, конечно, здесь никого не остановил, но, тем не менее, взаимодействие с союзниками — это, в принципе, тоже важный момент. Ну и вот, смотрите, 1100 опыта, не такой большой опыт, но 42 тысячи денег, и, как я и говорил, за вычетом снарядов получилось, по-моему, что-то около 35. Так что вот это примерный уровень, как фармить Дикер-Макс. Итак, следующий бой. Здесь я играю один, и это карта Мураванка, встречный бой. Я нахожусь в топе списка, и
вот с этой стороны во встречном бое лучше позиции, чем вот этот тут холмик, мне кажется, для Дикермакса просто нет. Дело в том, что, во-первых, у него достаточно высокая незаметность, то есть противнику увидеть нас вот за теми кустиками будет довольно сложно. Ну и кроме того, у Дикермакса очень хорошо опускается пушка, как я и говорил, то есть она смотрит практически вниз, и можно, выехав вот из-за этого холмика, очень аккуратно из кустов, высовывая, соответственно, пушку, по противнику наносить урон. Ну и вот снова я медленно, аккуратненько выезжаю на позицию и занимаю там место вот в этих вот кустиках. Обзор большой, так что если танки поедут, соответственно, из леса, я их замечу первым. И здесь засвечивается первый танк, Черчилль. Вот есть такой минус на Дикермаксе, из-за того, что углы горизонтальной наводки достаточно слабые, и из-за этого стрелять на упреждение достаточно сложно. То есть попасть по едущему танку иногда бывает тяжело, но здесь Черчилль успевает остановиться, и я, соответственно, успеваю в борт его на 300 пробить. Урон 300, конечно, на таком уровне очень серьезно чувствуется, то есть танки противника очень быстро, соответственно, умирают под огнем Дикермакса. Ну и вот ВК, обратите внимание, я выстрелил и не получил, даже не засветился. Незаметности моей хватило для того, чтобы остаться незамеченным, извините за тавтологию, после выстрела там с дистанции 100 метров по противнику. И вот тут снова, обратите внимание, я высунулся из-за холма, быстро выстрелил и откатился. Выезжает ВК на меня, и я его быстро минусую. Двигаюсь обязательно, поскольку у противника 3 арты. Я засветился, ни в коем случае нельзя стоять на месте. Даже снаряд под Су-26 вы очень серьезно почувствуете на Дикермаксе. Урон, полный урон от фугаса проходит просто постоянно. Поэтому если вы в засвете, немедленно начинайте шевелиться, двигайтесь, передвигайтесь, иначе просто это может закончиться плачевно. Снова я возвращаюсь на позицию. Я помню, что здесь был еще один танк. Тут, пока я не свечусь, решаю выстрелить в Т-34. Снова не попадаю, к сожалению. Тут еще куча кустов, поэтому, конечно, тяжело оценить, с каким упреждением нужно стрелять. Продолжаю занимать свою позицию и возвращаюсь к тому танку, который был в лесу. Я помню, что он где-то здесь. Я вылезаю, подсвечиваю. Пока никого не вижу, но, тем не менее, остаюсь вот здесь в кустах. И если хоть кто-то здесь вылезет, то я очень быстро смогу урон наносить. Вот вижу квас. Он едет просто замечательно бортом. На 300 попадаю, поджигаю. И квас очень-очень-очень быстро заканчивается. Он никуда не доехал. И обратите внимание, снова я не засветился. То есть это, конечно, вот незаметность, скрытность Дикермакса, она довольно серьезное влияние оказывает. КВ-1 легко, на половину здоровья, КВ-1 уходит в ангар. Лампочка снова не загорелась. То есть очень такой яркий пример. Продолжаю стоять здесь. Собственно говоря, ничего лучше этому придумать пока нельзя. Бой довольно-таки равный. И вот здесь интересный момент. Засвечивается арта, причем даже обе практически сразу. Одну снимаю, сразу же поворачиваюсь на Су-26. В этот момент очень важно определить, где он находится. Я увидел контур, я видел, где стоял Су-26. Поэтому я стреляю без засвета. То есть где-то вот здесь он стоит. Я знаю это, я этот контур увидел. Стреляю и Су-26 выбиваю. Вот это очень важный момент, конечно, потому что, как я говорил, арта это, наверное, самый-самый главный враг Дикермакса. Продолжаем. Отлично. Квас едет в лес и засвечивает Т-34-85. Стреляю практически без сведения, потому что я видел, что он уже повернул ствол в мою сторону. И я засветился и сразу же откатываюсь. Т-34-85 меня выстрелить не успел.
и я урон после этого не получил. Мы знаем, что последняя арта стоит где-то в лесу, и с квасом едем этот лес прочесывать. В целом, как вы видите, Дикер Макс вот на таком уровне, конечно, вот этот урон в минуту, который он может наносить, он просто отличный. То есть очень быстро можно танки противника уничтожать с нескольких выстрелов. Перезарядка 8 секунд, поэтому, соответственно, за буквально пару десятков секунд вы топовый танк противника в таком уровне можете отправить в ангар. Ну и вот снова, опять-таки, обратите внимание, вот по динамике Дикер Макса, ну вот примерно так он и передвигается. То есть вот я сейчас разогнался до максимальных почти 40 км в час. Ну и квас, конечно, меня опережает, но в принципе не сильно я от него отстаю, так что в этом плане Дикер Макс тоже, в принципе, более или менее. Вот, бой заканчивается. В принципе, это, наверное, все, что я хотел рассказать. Надеюсь, что вот эти вот два примера, они немножко продемонстрировали возможности этой ПТшки. В целом, ничего особенного, кардинального такого танка себя не представляет. То есть это обычная, такая нормальная, хорошая, стандартная, можно сказать, ПТ для 6 уровня. Преимущество в том, что она фармит, в минус она не уходит никогда, даже, по-моему, без премиум аккаунта. Ну и, в принципе, с премом она фармит более или менее. Так что, наверное, как такой дешевый бюджетный вариант для фарма серебра, в принципе, многим может она понравиться. Ну вот тоже за бой я получаю 70 тысяч. Это, правда, мой рекорд, насколько я понимаю. Я пока что так и не получил мастера на этой ПТ, но правда сказать, что я сыграл на ней только около 30 боев. И, по сути, один вечер я на ней играл. Вот, так что надеюсь, что вот этот вот краткий обзор такой вам будет полезен. И спасибо за внимание.